горизонтальные часы, которые сделаны у нас около 100 лет назад, сделаны в Одессе, Одесским астрономо-географическим обществом, наложим на него карту мира. Здесь есть даже подсказки. Север, юг, восток и запад. То солнце у нас встает на востоке и пошло у нас с востока на запад. А тень пошла в обратную сторону, слева направо, как направление часовой стрелки на часах. И вот эта наука называется гномоника. Наверное, мало кто ее слышали. По имени вот этой палочки называется она гномон, а в переводе с греческого это указатель. И первые такие часы появились в Древнем Египте. Это 4000 лет назад. Древнеегипетские жрецы разделили сутки на 24 часа, и появились вот такие солнечные часы. 1520 год до нашей эры, войска фараона Тутмоса, воинственного фараона, они выдвигались именно на свои бои в час полуденного солнцеворота. В 12 часов у нас солнечная тень самая-самая маленькая, и потом она уже пошла в обратную сторону на восток, пошла увеличиваться. В чем только не измеряли время на солнечных часах. Измеряли его и в ступнях, измеряли его и в ступеньках. Это обелисковые часы или часы-столб. Представьте, что обелиск. Большой высокий столб. То есть это у нас горизонтальные часы, а есть вертикальные. Большой-большой столб. Ставили их на площадях, где только не ставили. От них расходятся ступеньки в разные стороны. И это Библия, это Ветхий Завет, 4 книга Царств. Древнеиудейский царь Хаас измерял время ступеньками и просил у Бога время 10 ступенек, то есть по-нашему 10 часов. Были и сферические, полусферические часы, тоже Древняя Греция, в виде выдолбленного отпечатка яйца или шара на камне. И на них размечался циферблат вот на этой сфере. Для чего? Чтобы как-то сделать их более точными, изменить, во-первых, циферблат получается поворотный, и так размечают циферблат, чтобы вот солнечную эклиптику, солнечную эту аналему, потому что оно же по-разному, хоть там и ближе к экватору, все равно солнце вращается по-разному, зимой и летом есть какие-то отклонения, а если мы это на сфере размечаем, мы эти отклонения сводим к минимуму. И до 20 века, до прошлого, вам-то уже он, наверное, уже для вас прошлое, а для меня все-таки это еще наше время. До 1919 года, до 8 августа у нас время на территории российской, уже советской России, оно было солнечное. У нас часовые пояса появились, привычные вам, только в 1919 году, 8 февраля Ленин подписал указ об появлении в Советской России часовых поясов. До этого время везде было астрономическое, были большие таблицы, и время между Москвой и Санкт-Петербургом отличалось на 29 минут 4 секунды. Потому что жили по факту по солнечным часам, были большие справочники, и по этим справочникам можно было вычислить время на территории любого уездного города. Все это были солнечные часы. В Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге серьезные мужи делали особо точные солнечные часы, так называемые солнечные треугольники, круги, смешное название глазинапа, то есть подвешивался либо маленькое колечко, либо треугольничек, маленькая дырочка, попадал солнечный луч, и до секунд можно было узнать солнечное время. Но это гномоника, она у нас ушла 100 лет назад с появлением радиосвязи и электрических часов.